Я приветствую всех на канале Дед Мотор и начинаем. В этом выпуске мы вспомним про одного из самых феноменальных бодибилдеров конца 90-х и начала 2000-х годов. Этот культурист был примечателен не только по своим громким и выразительным протеиновым выхлопам. Кроме этого, по массе он превосходил самого Ронни Коллимана и был тяжелее Джея Катлера. Это Маркус Рул, по прозвищу Немецкий Кошмар. Он так и не стал мистером Олимпия, но его корявость и монструозная накачанность были его главным козырем. К тому же он очень добродушный человек, этим он и запомнился многим фанатам бодибилдинга. Маркус с раннего детства мечтал быть футболистом, но, будучи подростком, на одной из футбольных тренировок получил травму колена. В 18 лет по совету врача он начал ходить в местную качалку, чтобы укрепить свои мышцы и восстановить подвижность сустава. Со временем выяснилось, что его мускулатура растет от такого вида тренинга, как на дрожжах. И Маркуса это затянуло по полной. Он бросил футбол и решает стать самым накачанным в мире бодибилдером. Маркус устроился на работу продавцом подержанных автомобилей, а после работы тренировался. Он занимался по общепринятому в то время графику по 6 дней в неделю и отдыхал только по воскресеньям. После 5 лет таких занятий при росте в 177 сантиметров он набрал 110 килограмм впечатляющей мускулатуры. В 1995 году, в возрасте 23 лет, он принял участие на любительском кубке Бахау в Бабьенхаузене и уверенно победил. Но Рулю было мало его набранных 110 килограмм. Для того, чтобы стать профессионалом и при этом всех нагибать, он хотел быть намного больше и тяжелее. Поэтому сделал ставку исключительно на массу. По прошествии 2 лет он уже раскачался до 117 килограмм и выиграл еще пару любительских турниров, после которых он наконец-то получил статус профессионала. В 1999 году Маркус впервые получает путевку на турнир своей мечты «Мистер Олимпия», но, видимо, кому-то из организаторов он сильно не понравился, и они решили провести допинг-пробы среди всех участников. И у Руля в анализах были обнаружены запрещенные препараты, диуретики и эфиры тестостерона. Из-за этого его дисквалифицировали. Но самое обидное было то, что остальные участники вместе с Ронни Коллиманом прошли этот допинг-контроль без проблем. Видимо, по мнению организаторов, они были прямо чистыми и натуральными атлетами. К сожалению, на всех мистерах Олимпия Маркусу Рулу не везло. Выше 5-го места, которое он занял в 2004 году, ему так ни разу и не дали подняться. И за всю свою профессиональную карьеру он смог победить только 2 раза. Это Торонто Про в 2000 году и Ночь чемпионов в 2002. И, кстати, на той Ночи чемпионов Руль показал свои самые лучшие фантастические кондиции. Он вышел на сцену 130-килограммовым, очень сухим, недосягаемым монстром массы. Если посмотреть на его фото и видео с того легендарного выступления, то можно подумать, что это не человек, а какой-то герой из комиксов. По мнению многих экспертов, если бы Маркус смог показать такую же форму на Олимпии, то он бы дал прикурить самому Ронни Коллиману и заставил бы его нервничать. Но, увы, в такой форме Руль больше ни разу не выходил. Под конец карьеры, из-за работы с очень большими весами в базовых упражнениях, у него стали появляться проблемы со здоровьем. И в 2010 году
Руль в последний раз принял участие на турнире Европа Супершоу и занял там 7-е место. После этого окончательно завершил свою бодибилдерскую карьеру. Но тренироваться не перестал. В свои 50 лет Маркус и по сей день продолжает поддерживать свою впечатляющую мышечную массу. Он развелся со своей первой мужеподобной мускулистой женой и нашел себе новую здоровую бабенку, которая родила ему дочку Люсию. Маркуса часто можно увидеть на различных бодибилдерских шоу и выставках. Он широко улыбается и демонстрирует свои когда-то гигантские бицепсы. У себя в Германии он владеет небольшим тренажерным залом, а также продвигает свой бренд спортивного питания.